Всем привет! Прошло 1,5 года с момента выхода моего пересказа сюжета игр 3D вселенной GTA. И почти целый год мне пришлось отвечать на такого рода комментарии. И знаете, мне это порядком надоело. И я подумал, почему бы не сделать ролик, чтобы расставить все точки над «и» и рассказать, что же такое 2D, 3D и HD вселенной GTA. Какие у них особенности, различия и для чего нужны эти условности. И я очень надеюсь, что данный ролик уберет все пробелы в знаниях юных фанатов серии. А старые фанаты, возможно, смогут подчеркнуть для себя интересные особенности, о которых даже не думали или даже не знали. Начнем, пожалуй, с информации, которую знает большая часть игроков. У нас есть определение, какие игры относят к какой вселенной. Принято разделять так. К 2D вселенной относят GTA 1, Лондон 1969, Лондон 1961 и GTA 2. К 3D вселенной относят GTA 3, Vice City, San Andreas, Advance, Liberty City Stories, Vice City Stories. Еще в нее включает и другие проекты Rockstar, такие как Manhunt и Bully. В HD вселенную положено включать GTA 4 и ее эпизоды, GTA Chinatown, GTA 5 и GTA Online. Разумеется, новая GTA 6 тоже будет происходить, скорее всего, в HD вселенной. Возможно, такая трактовка у многих вызывает непонимание. Допустим, почему GTA Advance относится к 3D вселенной? Ведь игра выполнена в 2D графике. Ответ прост. Игра имеет прямую связь с сюжетом GTA 3. И казалось бы, все, видео можно заканчивать. Но вы сами видите хронометраж. А это значит, что не все так однозначно. И существует много противоречий и теорий. Что же имеют в виду под словом «вселенная»? И почему, на мой взгляд, их названия очень даже неудачны и создают путаницу для новых фанатов серии. Итак, под этим словом обычно имеют в виду игры, которые связаны между собой сюжетом. Разберем на примере 3D вселенной. Как вы знаете из моего ролика про пересказ сюжета, все игры так или иначе перекликаются между собой с событиями, и каждый из них имеет отголосок в той или иной части. Например, в GTA Vice City Томми устраняет Сони Форелли, и уже во время событий GTA 3 эта мафиозная семья потеряла весь свой авторитет. Правда, этому способствовали еще события San Andreas и Liberty City Stories. Или, допустим, персонаж 8-Ball появляется в разных частях серии и занимается одной и той же деятельностью. Таких персонажей в 3D вселенной очень много. Допустим, Сальваторе, Розенберг, Лэнс, Мария и другие. Ладно, тут вроде бы все ясно. То же самое касается и локаций. Однако об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Не забываем, кстати, подписываться на мой канал. Ибо, судя по статистике, 60% зрителей меня смотрят без подписки, что, конечно же, плохо. Что ж, а теперь мне бы хотелось озвучить несколько камней преткновения, из-за которых у фанатов часто стираются границы между вселенными. А именно, многие аргументируют, что все существует в едином мире из-за общих названий брендов, также звездных персонажей, которые так или иначе засветились в играх разных эпох. Что ж, если, допустим, с брендами все легко объяснить. Rockstar еще в эпоху 3D вселенной смогли сделать проработанный мир со своими узнаваемыми компаниями и их продукцией, такими как Sprank, Burger Shot, Clack & Bell, Амунация, то логично, что они будут и дальше использовать в своих играх эти бренды, так как не надо придумывать все заново. То же самое касается и названий городов. То есть нет ничего удивительного, что в HD вселенной, 2D вселенной, 3D вселенной мы можем встретить тот же Liberty City или Vice City. В этом ничего удивительного нету. Ну и разумеется, то же самое касается названий компаний. Тему с персонажами, которые перебегают из вселенной в вселенную, мы обсудим, правда, чуть-чуть попозже. Давайте мы сначала разберемся с 2D вселенной. Что с ней не так? И почему, на мой взгляд, ее не совсем правильно трактуют. Если верить утверждениям, что я привел выше, то игры, которые включены в 2D вселенную, должны как-то перекликиваться с сюжетом. Что ж, давайте проверим, так ли это. Разумеется, мы пойдем по временной хронологии. То есть не с дат выхода игр, а со времени, в которых происходит их действие. GTA London 1961. Итак, у нас есть главные герои, которых мы позже увидим в GTA London 1969. Это хорошо. Соответственно, место действия, персонажи и банды указывают, что все происходит в одной вселенной с разницей лишь 8 лет. Вопросов тут вроде бы нету.
А как быть с GTA 1? Ведь действие происходит в 1997 году. Большая часть известных нам персонажей, например, Роберт Сереглиано, родился в 1970-м, Дивер в 1969-м, брат Марк в 1967-м. Возраст этих персонажей был указан в игровой документации. Единственный персонаж, который мог бы быть как-то связан с событиями GTA Лондон, это дядя Фу, но его там нету. У нас есть еще персонаж по имени Эль Бура, он вам никого не напоминает, хотя вернемся мы к нему, как всегда, чуть попозже. Итак, у нас возникла с вами проблема. Как же связать в одну вселенную эти части? У нас разные города, разные персонажи. Но что касается транспорта, и вот зацепка. Первое, что приходит на ум, данный мотоцикл. В GTA 1 и в GTA Лондон он идентичный. Так что да, тут мы с натяжкой, с такой огромной натяжкой можем объединить эти игры в одну вселенную. Хотя наличие одной марки транспорта ничего по сути не доказывает. Ну вспомните тот же GTA Online, сколько там машин появилось, которые нам знакомы еще с 3D вселенной. Но здесь надо нам как-то хоть чуть-чуть как-то связать, потому что связи нету. Но! По игровой механике игры похожи, это логично. Лондоны разрабатывались как DLC для GTA 1, так что все правила, что у нас есть в первой части, тут актуальны. Ограниченное количество жизней есть. В играх максимум 4 уровня розыска. Есть. Дается на выбор несколько персонажей. Тоже есть. Оружие и бонусы спрятаны в ящиках. В целом, правила мира GTA 1 будут актуальны для мира GTA Лондон. А что насчет GTA 2? Вот здесь можно сказать, что эта игра ну никак не связана с предыдущими и последующими частями. Хотя насчет второго утверждения спорно, так как у меня есть на этот счет теория связи GTA 2 с 3D вселенной. Но сначала давайте разберемся, почему эта часть никак не связана с первой. Во-первых, тут поменялись правила. Теперь у нас с вами один персонаж. Да, тут также количество жизней ограничено. Но теперь появился рейтинг уважения от бан. Действие игры происходит в будущем. На момент разработки игры 2013 год считался будущим, если что. Тут нет знакомых нам машин, знакомых персонажей. И в целом лор игры попахивает какой-то фантастикой. Если GTA 1 изображал актуальный на тот момент год, а именно 1997, то подразумевается, что технический прогресс во вселенной GTA 1 точно такой же, как и в реальной жизни. Соответственно, не могла так резко поменяться мода. Чтобы буквально за 16 лет машины стали выглядеть иначе, а на улице не встретишь ни одного образца прошлых десятилетий. Хотя есть какие-то машины, которые выглядят ретро, но в GTA 1 мы их не встречали. Ну так как можно все это связать с прошлыми играми? Ну есть в игре некая банда Кришнаид. Дело в том, что в первой части они появляются как пешеходы. Правда, не сказать, что простые, ведь с ними связан бонус Гуранга. Что это такое? Я вам сейчас покажу. Если прочитать документацию GTA 2, то там говорится, что бизнес этой банды – кража и уничтожение транспортных средств. Казалось бы, теперь все понятно. Ведь они так до сих пор злятся на тех людей, кто зарабатывал бонус Гуранга в первой части. Также в игре есть Head Radio, которая уже появлялась в GTA 1, также потом появится в будущем в GTA 3 и Liberty City Stories. Но если с GTA 3 и Stories все ясно, их никто не будет соотносить с GTA 1, то почему же вторую часть запихивают в эту вселенную? Да, Кришнаид это, конечно, хороший аргумент. Однако, скорее всего, такое описание бизнеса является не более чем пасхалкой к предыдущей игре. К чему это я? Связь между GTA 1 и GTA 2 установить намного сложнее. Я бы вообще выделил эту игру в какую-то другую вселенную. Уж очень ее мир отличается от того, что мы видели в предыдущих играх серии. Однако это мое мнение, так как большая часть фанатов все-таки старается эти игры объединить из-за вида сверху, нежели из сюжетной связи. Но на мой взгляд это не совсем правильно. Кстати говоря, в конце ролика я еще раз вернусь к GTA 2 и предположу еще одну теорию. Я думаю, вам будет интересно, досматривайте до конца. А мы с вами пока что перейдем в 3D вселенную. Там есть пара моментов, которые вызывают вопросы у многих внимательных игроков. Итак, GTA 3.
Разумеется, игра вышла первее, чем все ее приквелы, поэтому будет отличаться геймплейно. Например, в этой части, так же как GTA 1, GTA 2, GTA London, дают очки за любые виды активности, будь то аварии или другие преступления. Также в игре есть персонаж Эль Бура. В игре он, конечно, не показывается физически, но его арт мы можем лицезреть. Он вам никого случайно не напомнил? Да-да, был такой персонаж GTA 1. Сразу скажу, друзья, это разные люди. Даже если мы уберем те условности, что игры происходят в разных вселенных, надо помнить, в GTA 1 главный герой может устранить Эльбура в 5 главе. Ну как такое забыть, друзья? Ну ведь это же GTA 1, мы же все проходили. Ну, во всяком случае, я проходил, вот я вам говорю, что там была такая миссия. Это хоть не обязательно, но все-таки можно. А еще, кстати, в HD вселенной, а именно в GTA Chinatown, есть такой торговец, которого зовут Эль Бура. Да, тут он не похож на своих прототипов из 2D и 3D вселенных, но национальность, скорее всего, такая же. Так это к чему я разговор завел? Возможно, вы когда-то смотрели фильмы Marvel и знакомы с таким понятием, как мультивселенная. Что это такое? Ну давайте забьем, что ли, в Википедии, что буду своим языком-то что-то вам рассказывать, правильно? Короче говоря, это гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных, включая ту, где мы с вами находимся. А если простым языком? Объясняю на примере Эльбура. Вот есть, значит, Эльбура из 2D вселенной. Живет он в Сан-Андреасе. В GTA 1, кстати, это не штат, а город. Занимается своим темным бизнесом. И вот в другой вселенной, уже в GTA 3, живет человек, похожий на него, тоже как-то связан с криминалом, и зовут его точно так же. Но судьба у них совсем разная. И в HD вселенной есть Эльбура, который тоже живет в городе и занимается незаконной деятельностью. Я думаю, вы поняли, о чем я, и уловили связь. В GTA 3 в руководстве хоть, кстати, написано, что Эльбура вернулся, но это все можно списать на то, что Rockstar еще тогда сами не знали, во что вообще выльется вся эта задумка и вселенная GTA. Хотя не забываем, что Эльбура в переводе с испанского означает осел, и появление такого персонажа во вселенной HD может быть просто совпадением. Ну давайте тогда поговорим о конкретных людях или даже группах. Первое, что приходит на ум, Love Fist. Эта группа, так же как и внутриигровые бренды, перекочевала с одной вселенной в другую. Впервые появились в GTA Vice City. Правда, несмотря на то, что на постере изобразили 4 человек, в игре мы видим лишь 3, а именно Джесса, Дика и Перси. А персонажа по имени Вилли мы в Vice City не увидим. Но в HD вселенной есть много упоминаний о группе, диски, плакаты и даже мерч. И вот наконец-то игрокам дали возможность лицезреть самого Вилли и даже дать ему по роже за то, что он не появился в Vice City в катсценах. Забавно, почему же в игру добавили такого персонажа, которого мы не видели в 3D вселенной в катсцене? А кто еще появлялся в 3D в HD вселенных? Лазло Джонс в GTA 5 и в онлайн стал играть большую роль в игре, но до этого появлялся лишь в качестве диджея на радиостанциях, начиная с GTA 3. И в 5 части мы наконец-то смогли его лицезреть. А что общего он имеет с Вилли из Love Fist? Мы не знали, как он выглядит в прошлых частях. Мы слышали его лишь голос. Это важная деталь. Ну да, мы того же Вилли видели на артах, но это совсем другое. Точно такой же персонаж Джек Ховитцер. Его голос мы впервые услышали в 3D вселенной, а именно в GTA Vice City. А увидеть его смогли лишь по телевизору в GTA 5. Но все же существуют плакаты с фильмами, где данный актер играл роль. Получается точно такая же история, как с Вилли из Love Fist. То есть физически в игре его нету. Есть плакаты с его фильмами и голос по радио. Еще одним из таких перебежчиков из вселенной в вселенную является никто иной, как Крис Формаш. Я уже объяснял эту условность в своем большом ролике о культе Эпсилон. Кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите, очень интересно. Я там, по-моему, поставил все точки над «и» в культе Эпсилон. Его больше просто уже искать нечего, потому что все, что возможно, я там затронул. А если бы вкратце поговорим о Крисе. Вы же знаете, что эпсилонистам подвластно время и эпохи. И это хорошо показали в RDR 2. Кстати, да, вселенная RDR вряд ли как-то связана с HD вселенной GTA, так как там упоминают реальные города по типу Нью-Йорка там и других. Между прочим, реальные города, кстати, в 3D вселенной тоже упоминали, однако сейчас не об этом. В RDR 2 есть вот такой человек по имени Фрэнсис. У него есть родимое пятно у глаза. Он спокойно перемещается во времени. Вот вам пример. Когда он послал Артура искать наскальные рисунки, он был взрослым человеком. А когда Артур вернулся,
Он совсем еще младенец. Так что ему мешает путешествовать не только во времени, но и через вселенные? Да ничто. Я думаю, он смог передать свои навыки лидеру эпсилонистов Крису Формажу. Тот, кстати, еще умеет воскрешать. Это было объяснено в GTA Online. Видели ли мы Криса в вселенной 3D? Даже сам Осташко в 2009 году не смог его встретить в Сан-Андреас. Не помогла ни трость, ни другие ухищрения. Так что модельки этого персонажа в игре нету. Мы только могли слышать его голос на радио. Опять-таки работает то правило. Персонажи, что появляются физически в HD вселенной, в 3D вселенной мы можем лишь услышать, а не увидеть. Ну или же они появляются тупо на постерах и на рекламных щитах. Кстати, это далеко не все те персонажи, о которых осталась память во вселенной HD. И это, в принципе, все люди, которые как-либо связаны с медиапространством. Допустим, OG Luke, Mad Dog, Candy Sucks, Donald Love и другие. Кстати, последний в этом списке имеет даже свое воплощение в реальной жизни. И вот кажется, на этом моменте вы все должны мне сказать: слушай, дружок, ты ведь сейчас показываешь нам обратное. Показываешь, что вселенные едины. Но нет, друзья, я тут лишь привожу примеры, когда персонаж стал знаменитым и в 3D вселенной, и в HD. А ведь в игры серии заходили и люди, которые существуют в реальной жизни. Как раз таки Лазло один из таких людей. Еще в серии появлялся Доктор Dre в GTA Online, Фил Коллинз в Vice City Stories, и все диджеи из GTA Online тоже реальные люди. Ведь никто не собирается сказать, что реальная жизнь и вселенная GTA едины, верно? Поэтому, друзья, идем рассуждать дальше. Многие скажут: ну как же, действие, допустим, той же GTA 3, GTA 4 происходит в одном городе. И да, и нет. Во-первых, вы сравните эти города визуально. Они очень-очень сильно отличаются друг от друга. И не только названием островов или районов, а вообще визуально. Кто-то в комментариях напишет: бывали же случаи, переименовывали улицы или районы. Согласен, бывали. Но в GTA 4 есть такая телепередача, которая рассказывает историю города. И если внимательно изучать, то выходит, город HD вселенной был основан в 1609 году. А в 3D вселенной на радио Chatterbox FM сказали, что город основан в 1798. Это далеко не все. Визитная карточка реального Нью-Йорка Статуя Свободы имеется в HD вселенной и зовется там Статуя Счастья. И имеет свою внутриигровую историю. Она была подарена французами в 1886 году, чтобы отметить 100 лет освобождения от британской еды и правописания. Зачем я ее вспомнил? Ну, потому что если вселенная одна, то где же эта статуя в GTA 3? Уехала на ремонт? А вообще странно, что мне приходится доказывать прописную истину таким образом. Но, как по мне, это хороший пример. Кстати, многие часто забывают и не считают GTA Chinatown HD вселенной. Хотя там присутствует эта статуя и город плюс-минус такой же. Разве что есть некоторые игровые условности. Думаю, не стоит здесь разводить демагогию насчет Чинатауна. Относится ли он к HD вселенной. Несмотря на некоторые отличия районов и черной раскраски копов, все-таки это HD вселенная. Если с районами все-таки они действительно похожи, мы видели такие же в GTA 4, а вот к цвету машин почему-то все любят придираться. Говорят, это такой же цвет, как в 3D вселенной. Может, это какая-то игра все-таки в 3D вселенной находится в современном Liberty City? Но нет, друзья, что мешает, грубо говоря, провести какую-то реформу и перекрасить машины? Ну, это, согласитесь, это несложно. Я, конечно, понимаю, что я сейчас несу немножко бред, но я пытаюсь это как-то обосновать с точки зрения лора. А ведь, скорее всего, дело в том, что цензоры, так как игра изначально все-таки выходила на консоль от Nintendo, ну, я думаю, все это прекрасно знают. Ну, еще там есть некоторые отличия. Например, отсутствует остров под названием Олдерни. Но все-таки, несмотря на это, Rockstar имели в виду, что игра эта все-таки будет относиться к HD вселенной. Кстати, ваш покорный слуга снимал 2 ролика про Liberty City HD вселенной и Liberty City 3D вселенной. Обязательно посмотрите и кое-что новое узнаете. Заодно вы точно убедитесь, что города абсолютно разные, в разных вселенных находятся. А что же касается Лос-Сантоса и всего штата Сан-Андреас, по сути, здесь уже намного больше похожих мест. Вайнвуд, Аллея Звезд, Гроув-стрит. За последний цепляются особенно множество фанатов теории общей вселенной, ибо да, в игре есть эта улица. Правда, давайте мы ее сравним с той, что мы видели в GTA San Andreas. Мало чего общего.
Даже расположение улицы совсем другое. Нету моста, нету домов, которые были в том Гроув-стрит, который родной для нас. И стадион находится в совсем другом месте относительно улицы. Даже при самой масштабной перестройке изменить город так сильно невозможно. Что же касается банд. Ну а что мешает названиям банд быть в разных вселенных? Это же то же самое, что игровые бренды. Да еще к тому же, в этой вселенной есть свои OG Luke и Mad Dog. Многие хотят знать, а есть ли там CJ? Знатоки сразу же вспомнят эти надписи в подъездах GTA 4, где указывается, что CJ, Томми, Клод уже давным-давно не топчет эту грешную землю. Хотя данная надпись, скорее всего, является пасхалкой к тому, что здесь этих персонажей не будет, так как это другая вселенная. Но я помню, год 2013-14, кликбейтеры пытались заводить эту шарманку, что Карл Джонсон есть в GTA 5, что вот-вот выйдет DLC, где будет Карл Джонсон. Да, как же все это забавно звучало, не правда ли? Однако вспоминаем слова Джимми. What? Are you Grove Street? Is Grove Street like a myth? Man, that's some old school shit. Hell no, it's not a myth. But times have changed, homie. I'm families. I guess like they was. But things is different now, homie. Ain't like the early 90s no more. So no, you ain't living out some suburban gangbanging fantasy shit with me. В HD вселенной была банда Grove Street Families? Да, возможно, но это совсем другая история. Кстати, на банду также ссылается и Ламар и говорит немножечко о судьбе участников группировки. Даже не сколько Ламара, сколько Франклин с Ламаром. Их внутренний диалог. Hey, you know Grove Street used to be family hood. Grove Street family? Man, long time ago. Man, what happened to them dudes? Shit, I don't know. Could be dead. Shit, or could be CEOs by now. Or probably living in some suburb somewhere driving SUVs and shit, you know, soccer moms and shit, coaching little league football team. Yeah, the suburban flight, huh? Probably so. That's gonna be me and you one day, dog. К тому же, есть во вселенной HD и такие пасхалки. Допустим, это фотография. Даже не фотография, а правильно сказать баннер. Многие из-за таких аспектов готовы доказывать, что вселенные едины. Но реальность такова. Игры HD в сюжете никак не затрагивают персонажей игр в серии 3D. Есть некие отсылки в самих локациях и в лоре игры, но правда такова. Вселенные разные. Да, возможно, там и есть люди с похожими именами и чуть похожей судьбой. Короче говоря, мультивселенная безумие от Rockstar Games. И я чуть не забыл, потому что чувствую, что ваши пальцы готовы стучать по клавиатуре. Ведь в GTA Online мы можем выбирать родителями Клода, Мисти, Джона Марстона и Нико. Но все это сделано, друзья, в качестве пасхалки и не является каноном. Ибо сами подумайте, Мисти и Клод, допустим, познакомились в 2001 году. Ну не могли они вот такую детину воспитать, мало лет прошло. И опять-таки, возможно, события, что были в GTA 3 в HD вселенной, пошли по-другому. Например, другой временной отрезок или еще что-то. В общем, не забивайте этим голову. Запомните, вселенные разные, да, есть какие-то отсылки, но никак события, ну, практически не связаны. Есть что-то похожее, но мы пока точно не услышим имя, допустим, Томми Версетти, Карл Джонсон. Мы не сможем смело утверждать, что вселенная едина. Но опять-таки, аргументы я вам привел, почему эти вселенные разные. Да, персонажи могут существовать вполне на примере Лазло, на примере тех же Love Fist, да, они вроде существуют в двух вселенных, но это все равно разные люди с разными судьбами. Вот все-таки мультивселенная, на мой взгляд, самое хорошее определение. Потому что, ну, мы это все видели у Marvel, согласитесь. Человека-паука многие смотрели. И как хорошо, что этот фильм вышел. Мне намного легче это объяснять. Но я видео еще не заканчиваю, ведь я вам кое-что обещал. Я что-то там говорил про GTA 2, правильно? Так вот, у меня есть некая теория. Я думаю, что GTA 2 происходит в 3D вселенной. Итак, внимание, теория. Все знают, что в этой игре есть банда под названием Zaibatsu Corporation, но не все знают, что данная корпорация упоминается в рекламных роликах GTA 3. Вот, собственно говоря, это реклама. Equinox is new from Zaibatsu Pharmaceuticals. Ask your doctor about Equinox today. Здесь они рекламируют лекарственные препараты.
Также есть упоминание в статье Liberty City 3, и они описывают компанию как Liberty City The Very One Zaibatsu Corporation. Это указывает на то, что Zaibatsu была основана в Liberty City. И да, не путайте, пожалуйста, Zaibatsu с Maibatsu. Пожалуйста, это другая компания. Еще, возможно, вы играли Manhunt 2. Там был некий проект, также называем Project Пикмана, ну, в общем, неважно, как он там называется. Ведь главное то, что помимо интересных разработок по типу нового вида пуль, у них очень интересно выглядит логотип. Я даже не знаю чем-то, но отдаленно он мне напомнил логотип ученых из GTA 2. Ну, конечно, это все натянуто, прям очень натянуто, но зато есть банда Лунис. Уж очень она похожа на улыбчивых из Manhunt 1. Не только логотипом, но и своим характером по себе. Хотя, конечно, это может быть просто пасхалкой. Но логика здесь есть. Я не утверждаю, что данная теория правдива. Но все-таки какая-никакая связь есть. Если что, я не претендую здесь именно в этой теории на канон. Кстати, в HD вселенной есть машина Z-Type. Правда, он тут является автоэкзотикой. Ну, в общем, все. Ролик вышел достаточно затянутым. Все, что я хотел, я рассказал. Надеюсь, что больше таких вопросов, как в ролике про пересказ, да и вообще в нем, уже не будет, так как я постарался все разложить максимально по полочкам. И у меня появились идеи на целую серию роликов, посвященных вселенным GTA, но уже без таких банальных вещей, которые я озвучил тут. Если вам будет интересно, я, конечно, это реализую. А как я оцениваю ваш интерес? Лайками и комментариями. Хотя бы 500 лайков давайте мне сюда, пожалуйста, подвезите, и будет вам еще что-то про вселенные. Потому что это реально интересная тема, ее как бы можно раскрыть, можно вообще много всего снять на эту тему. И не разбирать вот так дотошно, а конкретно о какой-то вселенной, более подробно уже рассказать, какой там миропорядок, что там вообще существует. Что ж, друзья, спасибо за просмотр, ставьте классы, подписываемся на канал, до новых встреч!